Всем привет! По поводу охлаждения асика. Значит, это S9. Будет здесь рядом стоять еще один. Проблема летнего охлаждения достаточно актуальна для всех. В случае, как у меня в частных домах, это несколько проще. Можно поставить в какое-то помещение, где не живут постоянно люди. В данном случае у меня это бывшая баня. Сейчас это мастерская, склад и прочее. Сейчас на улице 18 градусов примерно, сейчас весна. Но если даже этот один асик работает в этом помещении, даже с включенным вентилятором на приточку, вот он там стоит, вот этот вентилятор, он всегда работал на приток. Все равно очень жарко становилось здесь в помещении. Помещение, не знаю сколько, наверное 3 на 5 и высоту 2 метра. 1,5 киловатта асик, соответственно, очень быстро нагревает и становится даже жарко. В помещении уже находиться неприятно. Даже несмотря на то, что было, вот здесь вот вытяжка у меня была открыта, все равно не уходит воздух так быстро. Значит, там бывший дымоход, это асбестоцементная труба 200-я. Здесь я сделал из УСБшки такую планочку. Ну и короб из 3 листов 30-миллиметровых пеноплекса. Стянул просто саморезами, ничего нигде не силиконил, пока еще не до этого. Да, в принципе, и необходимости в этом сильно нет. Просто подогнал по ширине. Ширину здесь вот эта часть на 30 сантиметров, то есть просто третий лист пополам режется и все. То есть, чтобы воздуху там было где разгуляться, нужно побольше делать его. Здесь просто круглое отверстие сначала сделал, но в итоге прямоугольно вырезаем, чуть-чуть вставляем и получается отлично. В этом месте будет еще один асик второй, и после переделки электрики вот на этом уровне еще 2 поставлю, и на этом все. Простояло вот в таком положении, ну снизу тоже, соответственно, здесь закрыто, естественно, здесь подпорки потом будут. Простоял вот так вот асик всю ночь. Даже я отключил вентилятор только на приток. И температура никак не поменялась. То есть снаружи, сколько вот с утра вот я замерял снаружи температура стены там 13-14, на улице примерно так же. Здесь внутри тоже 13-14 градусов. У меня здесь еще бывшая вентиляция вот такая вот есть. Отсюда сейчас, ну сейчас не дует, но когда асик работает, отсюда задувает наоборот. Там труба где-то полметра торчит на чердак. Даже здесь задувает. То есть не то, чтобы туда уходило, а здесь задувает и подтягивает воздух дополнительный. Вот. Для 4 асиков, конечно, приточного вот этого отверстия будет мало. Сделаю там еще 200 на 200. Сделаю прям отверстие. Просто снаружи сеточкой закрою. Вот, чтобы подсасывал воздух. И сейчас пока будет функционировать 2 штуки. Чуть попозже поставлю еще. Вариант отличный. Вот здесь вот ничего не надо городить, никаких воздуховодов, никаких там плотного прилегания. Вырезали, примерно там прислонили, очертили, вырезали и чуть-чуть вставили наполовину длины, даже не наполовину. У меня тут совсем он где-то на сколько? На четверть или на 5-ю часть вот высоты кулера засунуты. И все. Вообще отлично. Получается, что отличное разделение холодного и горячего потока, то есть сам асик в холоде, блок питания тоже в холоде, ну относительно в холоде, конечно. Значит, потом уже, когда ближе к лету будет, разберусь с электрикой, и следующее видео будет про установку внутреннего блока кондиционера сюда, скорее всего на потолок куда-нибудь или здесь. Через кондиционер будет проходить холодная вода, водопроводная, он будет, вентилятор там будет гонять через радиатор, соответственно, таким образом охлаждать будет и сбрасывать обратно в скважину воду после кондиционера уже нагретую. Таким образом летом будет охлаждение. Вот, собственно, и все. Очень простая конструкция, очень простой вариант. Потом, если в случае нехватки тяги наверх трубы, какая есть, там можно будет поставить турбодефлектор для усиления тяги. И в принципе этого уже должно хватить для того, чтобы даже не включать приточные вентиляторы.
турбодефлектор, он без питания, он же от ветра работает, будет очень хорошо. Но даже и сами эти вентиляторы, я даже удивился, но создают хорошую тягу, хороший поток воздуха. Кроме потока еще и тягу дают. Вот, собственно, таким вот образом. Сейчас в круг покажу. Все элементарно. Она, конструкция снизу, сверху ОСБшка. И здесь просто листы. Тридцатка. Меньше тридцатки брать не надо, совсем хрупенькая будет. Можно и полтосик взять. Просто я взял то, что у меня было, валялось. Можно вообще из досок, из ЛДСПшек собрать. Что лишнее есть. То есть я просто собрал, мне некуда было их девать. Вот, вариант отличный. И для айсиков на все лето хватит. Тем более уж и с кондиционером в виде внутреннего блока, работающего на воде. Вот таким образом.